Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события у нас происходят на рынке, что ожидать от вечерней сессии и какие основные новости, ключевые действующие события, что вообще происходит и к чему мы бредем. Начнем с доллара, евро, рубль и основных индексов. Так, хотелось бы сразу обратить внимание на то, что у нас происходит по ВИКСу. ВИКС у нас пошел в рост, но пока еще он критичный уровень 25,2 не преодолел. Но уже вот эта ситуация, она достаточно негативна. Она говорит о том, что мы, как ни крути, находимся в восходящем тренде по ВИКСу. А рост ВИКСа – это крах рынков. Так, далее индекс доллара. В общем-то, наша прокси на все валюты. На что здесь хотел обратить внимание? 90,5. Вот 90,5, если мы сегодня пробиваем и закрываемся выше 90,5, это однозначно негатив для роста на рынках. То есть в любой момент может начаться очень сильное корректирующее движение, которое в принципе может перейти в обвал, но я думаю, здесь до 20 января, наверное, все-таки ситуация будет удержана под контролем. И вот, если дневной таймфрейм рассматриваем, волшебные 3 белые солдата нарисовались. Соответственно, такая фигура, она очень часто приводит к тому, что актив начинает стремительно двигаться наверх. Это не значит, что он прям сразу полетит, но тем не менее, то есть это одна из предпосылок, которая указывает на то, что даже с откатами здесь вероятно будет развиваться сценарий роста. Вопрос только в том, как будет в ближайшее время тестирование и пробитие 91,5. Вот сейчас у нас 90,5 на повестке дня. Если сегодня уходим выше и закрываемся, то, наверное, во вторник или в среду уже будет тестирование вот этого сильного уровня, пробитие которого уведет индекс доллара наверх. Так, друзья, далее SFD на американский фьючерс S&P 500, дневной таймфрейм. Здесь у нас разворотная формация. Вопрос только в ее подтверждении. Если она подтвердится, то, соответственно, мы начинаем плавно проседать. Пока она не подтвердилась, текущее состояние рынка указывает на то, что он консолидируется. И вот, собственно говоря, 4-часовой таймфрейм на текущий момент таков, что весьма вероятно отсюда будет движение завтра, цель которого потестить вот этот хай. В каком случае этого движения не произойдет сегодня, завтра, если начинается движение вниз и будет пробой уровня 3775-3768, вот этого диапазончика. Если его пробиваем, то мы либо сразу полетим ниже, либо будем консолидироваться вот в этом диапазоне. Так, друзья, давайте далее NASDAQ посмотрим. По NASDAQ интересная ситуация. Здесь, по сути, в общем-то, вот эта формация по NASDAQ, она уже ранее у нас происходила. Вот она, мы ее наблюдали в августе-сентябре 2020 года. То есть вот здесь ему логично бы отсюда скорректироваться и сходить хотя бы куда-то сюда, как минимум. Возможно, даже на 11820, вот сюда, вот в этот диапазон. То есть, в принципе, здесь все предпосылки для того, чтобы сейчас это движение произошло, коррекционные, они уже назрели. Так, друзья, раз затронули NASDAQ, давайте сразу посмотрим американские акции, которые привязаны к NASDAQ. Начнем с Tesla. Tesla, она сейчас в S&P входит. Однако, все-таки, я так думаю, что это в большей степени инновационный инструмент, который, наверное, даже является воплощением вообще всей идеи NASDAQ и хай-тека. Так, по Тесле, дневной таймфрейм, здесь у нас, по сути, была глобальная раздача, она произошла на прошлой неделе. И сейчас вполне логично для Теслы это будет движение в район 650. Соответственно, такое движение мы получаем при пробитии 800. Пробитие 800 здесь вызывает коррекционный откат, цель которого будет движение на 650. Если такого не происходит, если завтра в силу каких-то причин, оптимизм на рынке и так далее, мы удерживаемся вот в этой формации верхней, то нас по Тесле наиболее вероятно отсюда ждет коррекционный отскок, пробитие 884 и движение с целью 1000. Пока такой сценарий, я думаю, его не надо рассматривать как ключевой.
ключевой сценарий здесь либо консолидация в диапазоне 800-840, вот здесь вот, либо в случае пробития 800 развивается коррекционный откат, цель которого 650. Если рассматривать 4-часовой таймфрейм по акциям Tesla, здесь у нас в чистом виде разворотная формация. Цель движения по этой разворотной формации находится на 650, ну 645, 625. Вот здесь вот сюда вот этот диапазон. Вот, соответственно, инициация этого движения начинается в случае, в данном случае на 4-часовике немножко цель другая, в отличие от дневки. Она не 800, она где-то в районе 770-775. Вот этот диапазон, если пробивается, то отсюда идет пикирование до 630. Если все-таки вот эта ситуация с откатом, она сработает и Tesla сюда придет, далее у нас есть ключевой уровень, который 550. Вот пробитие 550, оно может привести к тому, что Теслу очень крупно сольют. Вот. Здесь, смотрите, ситуация именно по Тесле, она очень непростая, потому что здесь, во-первых, очень много шортистов порубили, и еще порубят наверняка. Но здесь как бы, почему она так растет? Она растет так не только потому, что есть шортисты, потому что Тесла это идея. Это именно то, что является воплощением движения в зеленые технологии. И поскольку в эту компанию очень высока вера, ее таким образом и пропампили. Мало того, несмотря на то, что по мультипликаторам она чудовищно дорого стоит, даже в случае обвала ее, если что, я думаю, ее будут очень энергично подбирать и опять гнать наверх. Вот. Ну, если, конечно, там не случится что-то такое форс-мажорное, типа отзыва половины автомобилей, выпущенных за 2020 год, или окажется, что там фабрики Gigafactory, которые они построили по производству аккумуляторов, они производят некачественные или дефективные аккумуляторы. Таким образом, по Тесле, я думаю, наиболее вероятно либо консолидация, либо возможно коррекционный откат в район 650 в случае пробоя 800-770. Может произойти рост, потому что здесь есть определенная формация, которая указывает на то, что не всех шортистов, в общем-то, сожгли в огне испепеляющем. И поэтому, если здесь сейчас идет пробитие 890-900, то она может выстрелить до 1000. И вот тогда уже с 1000 она, наверное, полетит наверх. Здесь ситуация, она крайне неравновесная, потому что вот эта формация, она указывает на то, что здесь вот должно быть просто движение вниз. Но с другой стороны, как бы я, если там детально другие графики смотреть по тем сделкам, которые в инструменте происходят, можно сделать вывод, что есть силы, которые могут ее все-таки до 1000 догнать, прежде чем она начнет существенно корректироваться. Поэтому, если рассматривать вообще как идею шорт и ожидание отката на 650-630, надо помнить, что если будет пробой 890-900, это приведет к тому, что она очень легко дойдет до 1000. И очень быстро. Так, друзья, далее вопрос был по акциям Twitter. Честно говоря, вот для меня Twitter огромное разочарование. Огромное разочарование в том плане, что они забанили Дональда Трампа. Не то, чтобы я испытываю к Дональду Трампу какие-то там теплые чувства или считаю его действия правильными. Нет, боже упаси. Но с моей точки зрения, подобные действия по бану пользователя, тем более который политический деятель, ну, социальная сеть, она не должна таких решений принимать. Это решение принимает соответствующий государственный орган. То есть, если сама социальная сеть вмешивается там в какие-то процессы демократически, с моей точки зрения, это совершенно неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Ну и мы, в общем-то, видим, на фоне этого акции Twitter упали. На самом деле вполне понятно, зачем они это сделали, зачем они забанили его аккаунт. Конечно, здесь я не думаю, что ключевая действующая сила это то, что они хотят отстоять там свободу слова, защитить американскую демократию и так далее. Я думаю, здесь банальное человеческое качество получить преференции при новой власти. Вот и все. Я думаю, вот этот ход с баном аккаунта Трампа, я не отношусь позитивно к Трампу. Я считаю, что этот человек,
он совершил массу ошибок, и он неправильно себя повел с тем, что так возбудил людей, и они пошли определенные действия, которые не укладываются в рамки закона, совершать. Но тем не менее, Твиттер, он все-таки должен подобные вещи, либо он должен был обратиться там в соответствующий американский орган, сказать, что вот вы знаете, вот этот товарищ у нас вызывает большие подозрения, но мы хотим оставаться беспристрастными, мы не хотим показывать там никому ничего, там, ни лояльность, ни и так далее. Если вы считаете, что он угрожает там свободам определенным, вы нам распоряжение, пожалуйста, дайте, и мы его забаним. Вот это был бы правильный ход, и в этой ситуации они были бы красавчиками во всех смыслах. Но то, что они как бы сделали, с моей точки зрения, это некорректно. И помимо того, что они потеряли часть пользователей, по крайней мере, многие сторонники, они уже Трампа, они сменили и мессенджеры, и социальные сети на другие, там Сигнал, еще какая-то французская сеть, Парло, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Но смысл такой, что, во-первых, это показ того, что есть цензура, и, скажем так, человек зависит от решения собственника социальной сети. Но есть и другой момент. Подобные действия, они позволяют небольшим социальным сетям выходить на поверхность и занимать свою нишу. Я считаю, это, наверное, даже в этом положительном моменте по модулю большая эффективность, нежели отрицательного, негативного момента. То есть Twitter, он сейчас дал второе дыхание тем социальным сетям небольшим, которые там не знали, как им пробиться, как выйти на поверхность. Вот. И, соответственно, подобными действиями он просто, скажем так, создал конкурентную среду. Что касается акций Твиттера, смотрите, здесь с моей точки зрения ситуация следующая. Вот есть у него сильный уровень, который 44-43, вот этот диапазон. Это дневной таймфрейм акции Твиттера. Если здесь будет пробой, то тогда вот это все движение, оно сформируется и пойдет дальше вниз. Цель его движения конечная будет достижение 38,7, возможно 36. На текущий момент, если не пойдет отсюда движение вниз и не будет тестирования на пробой 44-43,5, в идеале, вообще как бы задерг может быть и на 43, но цена не должна долго оставаться в диапазоне 44-43. Если такое движение будет, она должна сразу как ошпаренная вылететь. Вот. Либо от текущих значений здесь вполне может сформироваться коррекционный отскок. Цель этого отскока будет движение вот сюда вот, в район 53-54. То есть вполне вероятно, что если не продолжится вот эта тенденция вниз, он как ошпаренный вылетит наверх. По крайней мере будет задерг, ну а дальше вполне может последовать уже как бы нормальный откат и движение для начала в диапазон 44, а потом 38. Так, друзья, дальше по нефти давайте посмотрим. Так, ну вот по нефти в Телеграме опубликовал, Goldman Sachs прогнозирует рост Брента до $65 за баррель к лету текущего года. Я думаю, такое вполне может произойти, а если в апреле все-таки случится обвал, то движение наверх цены на нефть будет даже более стремительно. Оно будет на 85, возможно 94. Вот. Ну, согласен с позицией Goldman Sachs, вполне как бы такое движение, оно может произойти в ближайшее время. Так, далее, ну здесь ФРС я в Телеграме опубликовал, отчиталась по поводу доходов и расходов за 2020 год. Показывают они хорошую прибыль. Молодцы, хороший большой банк. Не государственный, конечно, но зато оказывает влияние на весь мир. Так, друзья, давайте вернемся к нефти. Бренд 4-часовой таймфрейм. Здесь все хорошо. 55 удержали. Соответственно, если сегодня, завтра с утра 55, 54, 85 не пробиваем, то у нас отсюда цель движения. Первая это 56. И потом все-таки сходить на 56,7. Дальше посмотрим, как здесь будут развиваться события. Пока по нефти достаточно позитивная ситуация с моей точки зрения. Но она может развернуться и стать негативной, если пойдет движение вниз и будет пробой 54,85. Так, друзья, далее золото, 4-часовой таймфрейм. Здесь вообще все отлично. Все низы, все днища попробивали накануне. Сейчас оно консолидируется, несмотря на то, что индекс доллара
идет наверх, вот, и достаточно уверенно себя чувствует. Я так вот могу сказать, что 1841, вот если оно сегодня-завтра не будет пробито, но такие проколы детсадовские, они не в счет. То есть это просто высадка стопов идет. Для золота это очень характерное движение. Вот 1841, если мы устойчиво удерживаем, то в самые ближайшие дни мы отсюда увидим сначала 1860, потом 1882 на этой неделе. Если 1841 устойчиво будет пробиваться сегодня-завтра, то тогда здесь, наверное, вот эта вся конструкция на разворот, она не срабатывает и по золоту пойдет откат вот сюда, вот в этот диапазон. Судя по позициям нонкоммерсов по сотам, я вот на выходных делал обзор, можете посмотреть, там ставка на то, что золото на этой неделе будет расти. Да, то есть эти позиции снимают во вторник, показывают в пятницу, но тем не менее вот по золоту соты, они имеют очень высокую корреляцию между теми данными, которые публикуются, ну обычно в пятницу, и поведением золота на следующей неделе, в течение всей недели. Поэтому, поскольку там был прирост, высока вероятность, что после высадки десанта его все-таки на 1882 затащит, потом может быть повыше. По крайней мере, на текущий момент ситуация по золоту, она вполне хорошая. Но с учетом текущей волатильности, с учетом того, что это золото, такое движение, оно, в общем-то, вполне естественно. И ничего страшного и ужас в нем нету. Так, ну и по золоту я жду, что сейчас будет движение. Цель его сначала потестить 1852, потом 1854. Вот сюда сейчас, скорее всего, оно сходит. Вот. Критерий того, что сейчас мы это движение не получим, коррекционный откат с пробитием 1845. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, сразу беру часовой таймфрейм. Вот я сразу хочу вам сказать, что на вечерке я ожидаю, что сейчас будет движение на 74,8. Я думаю, с высокой степенью вероятности, либо сейчас, либо утром, вот сейчас если 74,67 мы пробиваем, то отсюда пойдет движение, цель которого 74,87. Вот сюда вот сходить в это место. Критерий того, что это движение сейчас не состоится, это коррекционный откат и пробитие 74,45. Вот я думаю, такая ситуация по рубль-доллар. Так, друзья, давайте крипту быстренько посмотрим по биткоину. Здесь у нас очень интересная ситуация, очень интересная. Вот смотрите, текущее движение, оно с одной стороны напоминает шип, с другой стороны мы сейчас вернулись, вот это движение, которое было, к определенному значению, даже немножко не дошли. Это 29 500. Данный уровень текущей ситуации для биткоина является ключевым. Вот его пробитие и проторговка под этим уровнем будет указывать на то, что финит а-ля комедия, и по биткоину начинается дальнейшая просадка. И цель этой просадки будет возврат на 23. Вот сюда, вот к этому значению. Если такового сейчас не происходит, то здесь у нас фактически будет отбой и отскок. Цель этого отскока движение 39 500. Критерий того, что этот отскок состоится, удержание текущей позиции и то, что не будет пробито 29 500. Вот. Если это условие выполняется, то отсюда может произойти коррекционный отскок с высокой степенью вероятности на 39 500. С точки зрения классики здесь абсолютно разворотная ситуация. Он прямо вот отсюда должен рухнуть и лететь вот в район, ну как минимум 17 700, 18 тысяч. Вообще вот просто железно. Но вы не забывайте, сколько бабла вкачали. С таким количеством бабла, которое неизвестно как его парковать и в чем его держать, чтобы оно не вызвало гиперинфляцию, будут надувать все подряд. Поэтому, да, вот такое движение сюда и сюда, оно в принципе возможно. Но я думаю, пока еще не время. Наверное, как-то эту ситуацию будут сдерживать. То есть здесь разгрузка произошла, но я вот вижу по той ситуации, которая сформировалась, я могу допустить, что здесь еще не все позиции разгрузили. Поэтому, с одной стороны, сохраняется вероятность того, что все это к черту летит вниз, как в обычных условиях это бы и было. С другой стороны, с учетом количества ликвидности, здесь
Я думаю, высока вероятность того, что как минимум будет отскок на 39 500. Как максимум это просто это самое слив временный, который перейдет в дальнейший рост. Поэтому говорить, что ужас я бы не стал. Хотя вот опять же с точки зрения классики движения, это вот в чистом виде разворотная формация с целью движения на 17 700, 17 500, вот сюда вот прям в эту область должно повалиться. Так, друзья, ну и вот эфириум быстренько. Здесь ситуация с моей точки зрения интереснее, чем в случае биткоина, потому что он хаи не переписал, поэтому в нем остается значительный потенциал для движения наверх и все-таки переписывания хая. Так, ну и вот дневной таймфрейм, здесь 900. Вот 900, если будет пробитие и под ним пойдет устойчивая проторговка, это значит все. То есть ему крах, и он будет лететь сначала на 580, потом куда-то еще ниже. Если такого не будет, то есть он этот уровень удерживает и здесь начинает проторговываться, то по факту до набора могут его подбросить, ну, минимум на 1260. Вот. А с учетом того, что ликвидность она пока еще никуда не делась, кризис не разразился, вот, то могут его и понадувать. И вероятность достаточно большая, что надутие приведет к тому, что он перерисует этот хай и еще переплюнет биткоин. Вот. Но опять же, здесь вы сами видите, какая волатильность. Здесь надо, с моей точки зрения, решение принимать ситуативно. Вот ситуативно, если 900 не возьмем, не будет пробита и не пойдет проторговка, отсюда будет отскок. Первая цель 1260. Это дневной таймфрейм. Все, друзья, спасибо за внимание.